Дежавю — это не тайное воспоминание и не момент, когда будущее случайно показало трейлер. Современная модель говорит точнее. Дежавю — это конфликт в системе памяти. Один механизм дает сигнал «знакомо», другой одновременно фиксирует «но это должно быть новым». То есть мозг не просто ошибается, он замечает собственную ошибку. Вот почему дежавю такое странное. Ощущение знакомости есть, а конкретного воспоминания нет. Не находится адрес. Где это было? Когда? С кем? Пусто. Исследования памяти показывают, знакомость может возникать не из события целиком, а из конфигурации. Например, новое место, но похожее расположение пространства. Новый человек, но знакомая интонация. Новая ситуация, но старая внутренняя реакция. В экспериментах с виртуальной реальностью дежавю связывали именно с тем, что новая сцена повторяет прежнюю пространственную структуру, но сам прошлый эпизод не вспоминается. Поэтому короткая формула такая. Дежавю — это знакомость без источника. Мозг узнал не событие, он узнал контур. И последняя интересная линия исследований. Дежавю все чаще рассматривают как метакогнитивный опыт. Момент, когда сознание замечает работу собственной памяти. В исследовании 2025 года описания дежавю отличались более абстрактным и пространственным языком. То есть дежавю — это не доказательство мистики. Это щель, через которую видно. Память — не архив. Память — система реконструкции. И иногда она собирает настоящее так, что старый контур на секунду проступает сквозь новую реальность. Главный вопрос не «где я это уже видел?», а точнее, какую форму моя психика сейчас узнала? Сцену? Состояние? Человека? Или старый сценарий?